начнем с права ученика на собственный путь. Вообще говоря, ну, наверное, даже любой учитель или человек, гуманист, скажет, что у ученика есть свое право на собственный путь. Но это он как бы декларирует. Как вот наши иногда даже власти, они что-то скажут, хорошее такое, действительно все за это. А как только начинаешь приступать к реализации этих целей, оказывается, что законы не те надо менять, методики нет таких, которые бы решали бы эту задачу и так далее. И оказывается, что это право остается только пожеланием. А на самом деле и самого права нету, и пути этого никак не получается выстроить. И на самом деле это связано с определенными как бы сложностями и так далее. Поэтому право-то, да, но как это все, этот путь реализовать и хотя бы действительно в тех условиях, которые сегодня есть. То есть нельзя же готовить там, ребенка для жизни там, на Марсе или там, через 50 лет. Он уже сегодня живет, а не через 50 лет. Хотя через 50 будет, конечно же, важно тоже владеть определенной компетенцией. Итак, право. Право ученика на собственный путь. По сути дела, если мы это понятие права ученика на собственный путь будем как бы анализировать, то это и есть главная цель того, что называется личностно-ориентированное образование. И одно из определений, одно из толкований личностно-ориентированного образования, это как раз и есть признание роли ученика в его собственном образовании. Признание права, роли, функции ученика в его собственном образовании. Сегодняшние стандарты, даже имеющие несовершенства и там ошибки, я имею в виду школьные ВГОСы, они, тем не менее, решили важную задачу, что они продекларировали, по крайней мере, на государственном уровне личностную ориентацию. То есть то, что ученик, ценность, самозначимость и та деятельность, которая приводит к его самореализации, в общем-то, соответствует стандартам. Поэтому можно сказать, что личностная ориентация образования вошла в государственный нормативный документ. В этом большое достижение нашего общества, я считаю, потому что буквально 20 лет назад, я это помню сам, когда и я лично выступал, и мои коллеги с этим термином, далеко не все воспринимали даже на уровне понятия, что это должно быть, что за личность, что за ориентация, нужны основы наук, знания крепкие, прочные и так далее. Никакой там ориентации этого даже не признавалось. Кстати, и сегодня тоже далеко не все с радостью эту концепцию личностной ориентации считают важной, необходимой и, вообще говоря, приемлемой. Кое-кто захотел бы, например, ужесточить структуру образования и побольше, как говорится, задавать чем для ученика, чем давать ему проявить себя. Так вот, что, собственно говоря, право ученика на собственное образование себя включают? По крайней мере, вот несколько направлений реализации этого права. Вот первое. Выбор темпа и ритма обучения. Классная урочная система, конечно же, не самая лучшая для того, чтобы давать индивидуальный темп и ритм от обучения. То есть это не просто в одно и то же время, в одних и тех же стенах делать так, чтобы у каждого был свой индивидуальный ритм и темп. Но, тем не менее, если учитель это поставит такой задачей, он может находить способы различия темпа и ритма. По крайней мере, не будет одинаково оценивать ребенка тугодума и такого быстрого холерика, который быстро все решает, может быть неправильно, но решает быстро. Так вот, он будет оценивать нечто иное, например, не скорость, а там, качество. Да? То есть это, по крайней мере, будет у него в целях. Дальше, выбор стиля обучения. Какой-то человек предпочитает стиль обучения, ну, например, индивидуальный. То есть у него хочется тихо самому, как говорится, разобраться
прочитать. А кто-то не хочет сам разбираться, ему нужно обязательно коммуникации. И поэтому, если вы сторонник там групповой работы, у вас всегда, вы знаете, это найдутся детки, которые будут сидеть на задней парте, и вы не захотят общаться в группе. Так вот, стиль обучения, видимо, каким-то образом тогда должен быть так, чтобы была возможность учета и темперамента, и вот как бы предпочтений ученика. Дальше. Очень важный момент, и его я вот здесь хотел бы обратить внимание, это выбор смысла обучения. То есть смысл – это ответ на вопрос «зачем?». Вообще хорошо бы всегда, периодически хотя бы, детям этот вопрос задавать. Но мало задать, потому что вот задашь вопрос, они ответят, ну и что там, ничего такого, может кто-то... То есть нужно учить выявлять и формулировать смысл. Это задача педагогическая. Решать ее иногда приходится не какому-то отдельному педагогу по смысловедению, таких нет предметов у нас, да, а каждому педагогу, который ведет любой предмет, смысл этого предмета, в том числе личностный смысл, он должен быть, ученик должен иметь на него право, и более того, учителю его профессиональная обязанность помочь этот смысл определить, выявить. То есть, еще раз повторяю, если по-простому, это ответ на вопрос «зачем?». Зачем я изучаю этот предмет? Зачем это нужна тема, необходима для меня? Зачем я вообще хожу в школу и так далее. Дальше. Право ученика на корректировку целей своего обучения. В общем-то, цели часто пишет учитель в своем конспекте урока, например, да, или там задают стандарты. Но ученик, если мы хотим говорить и помогать ему индивидуально двигаться, то он имеет право, ну, по крайней мере, на корректировку внешних целей, а вообще говоря, на задание внутренних, то есть собственных. И вопрос стоит такой простой, а что с этим делать? Если вдруг вы, как учитель, дали возможность ученику сформулировать свою цель, что вы потом будете делать? Вы же не скажете ему, ну, сформулировал, ну, а теперь пойдем дальше изучать параграф 48. Это будет как-то странно. Ученик скажет, а что вы мне тогда предложили сформулировать цель, а когда же я ее буду достигать? Ну, типа ты там где-то там возьми и достигни ее. Нет, так не пойдет, скажет ученик. Вы же педагог, вы мне предложили, значит, вы теперь работаете с моей целью, помогаете мне ее достигать. То есть сразу тогда будет меняться, должна ваша методика работы с учеником. Если вы как только даете ему возможность поставить свою цель, вы никуда не денетесь, вам нужно дальше с ним работать по ее достижению. Учить достигать, да, в общем-то, учить даже и ставить цель нужно, да? Кто это? Он сам, он просто так не научится. Дальше. Отбор индивидуального содержания образования. То есть личностный компонент содержания образования – это тоже право ученика. Диагностика и оценка результатов. Если у него, как говорится, собственные цели, то, вообще-то говоря, уже, например, ЕГЭ их может не проверить. То есть, например, у него, этому ученику потребуется другая система диагностики и оценки результатов. Может понадобиться. И поэтому заказ ученика вот, для педагога, ну, на мой взгляд, важнее, чем заказ, там, допустим, чиновников или, допустим, министерства. Потому что человек, ну, ценность, приоритет все-таки большие. И поэтому к чему тогда надо готовить больше ученика и времени уделять? К ЕГЭ или же к оценке его собственных целей? Вот вам, пожалуйста, предмет педагогического водораздела и проблемы для учителя. Ну и, естественно, мировоззренческие основы образования, сама, как говорится, само отношение к миру и к человеку, к себе, к роли своей в мире, это право ученика в процессе его образования. И учитель, если он гуманист, если он признает право ученика на собственную траекторию, то, естественно, он будет оставлять право на мировоззрение такое, которое даже будет не совпадать с его собственным. А как работать с мировоззрением, которое не совпадает с твоим, учителю?
Это вот тоже вопрос и тоже большая проблема. То есть все эти права, кроме того, что они как бы хороши, звучат и так далее, они требуют решения достаточного числа задач, проблем, в том числе и педагогических технологий, для того, чтобы их решать и право это обеспечивать. Итак, как же все-таки обеспечить индивидуализацию образования? Значит, что такое, вообще говоря, индивидуальная особенность ученика? Ну, есть вот, по крайней мере, два подхода к учету к этим особенностям. Первый, их можно учитывать. То есть у учителя есть свой курс, своя программа, он ее утвердил на каком-нибудь там методическом объединении или взял готовую, и вот он работает. А дети, ну что дети, да, у них есть индивидуальные особенности, вот их как-то я буду учитывать. Вот учитель выбирает такой подход. Есть другой подход, что индивидуальные особенности ученика не просто учитываются, а являются исходной основой обучения ученика. То есть это совершенно другой подход, гораздо более персонализированный. Действительно, когда мы смотрим, знаете, вот есть модель человека и ученика как глины, да, куска, из которого можно слепить что-то. А есть модель ученика как семени растения, причем неизвестного, что из него вырастет. Да? Поэтому невозможно же, допустим, слепить из семени ну, совсем то, чего как бы тебе хочется и никак не заложено в нем внутри. Поэтому обучать ученика как семя, это совсем по-другому надо его обучать, чем обучать его как глину. Поэтому какую модель человека использует учитель, этим определяется его профессиональная концепция, его технологии, то, что он ищет и отбирает, какие методики. То есть он, учитель, берет ту идеологию, которая, так сказать, обеспечивает результат, соответствующей модели человека. И иногда так, вот я говорил о трех уровнях. Уровень идеологии, уровень технологии, уровень практики, приемов. Так вот, приемы, переносимые почти в любую технологию, можно перенести один и тот же прием. Но все равно конечный результат будет определяться не приемами и даже не технологиями, а идеологией, то есть мировоззренческими основами понимания того, зачем ты, как учитель, работаешь с этими детьми, с этими учениками и что ты хочешь. Поэтому идеология, она определяет настоящий результат реализации той же самой индивидуальной траектории. Итак, что мы принимаем, это вот нам вопрос для самоопределения. Либо мы учитываем просто особенности, либо мы берем их в основу. Отсюда тогда мы выбираем ту модель обучения, которая нам подходит. Вот есть два подхода, они известны, ну, более-менее понятны каждому учителю. И называется она первая дифференциация, вторая индивидуализация. Одно время, и учителя, те, которые уже не первый год работают, помнят это, у нас было, как бы развивалось профильное обучение. Профильные классы, они и сейчас остаются в ряде школ и лицеев. То есть, где берется какой-то профиль, создается, там гуманитарии, естественно, научный там, и так далее. И дифференциация это как бы разделение на части общих процессов. Да? Но что получилось? Получилось, что возникала проблема, что профилизация на самом деле, казалось бы, из благого пожелания дать каждому больше того, к чему он как бы склонен, на самом деле не давала этого, а наоборот ограничила возможности. То есть ученику непонятно было, если он выбрал программирование, почему он не может больше внимания уделить там английской литературе, которую он очень любит. Ему было это непонятно, почему в соседнем профиле английскую литературу изучают, а он должен не изучать ее, а только заниматься программированием. То есть ограничение личностного развития, личностного потенциала. И проблема дифференциации обучения получалось, что не решала многих задач человека. И тогда, как бы естественно, более
эффективным способом является индивидуализация, когда не значит, на части делится на какие-то значит, классы, да, группы, а вообще полностью персонализируется образование, индивидуализируется образование. Поэтому подход с индивидуализацией, он, конечно же, более эффективен для того, чтобы каждому человеку себя реализовать. Может быть, поэтому ограничений, вот профильность, она как бы сейчас отошла немного от даже своего какого-то внимания к ней. Теперь о моделях обучения. Нам известны, и в общем-то в России это существует уже как течение, как некоторые направления, когда модель обучения, называемое тьюторство. Это один учитель, один ученик. Вот чего бы казалось бы лучше, да? Каждый учитель, каждого ученика может увидеть, прочувствовать, познать, понять. И вот здесь-то как раз бы и ученик почти что источником может и являться. Вот. Хотя некоторые учителя, которые значит, имеют, например, ученика, они его тоже также могут посадить за парту и говорить, чтобы он там вставал при ответе и тянул руку, да? То есть переносят модель, как говорится, класса на одного даже ученика, не меняя технологий. Конечно же, тьюторские технологии это не технологии работы с классом. Они другие, и они особые. У них есть свои особенности. Вот. Но вторая модель обучения, она более реальная, более массовая. Это когда один учитель и много учеников. Ну, например, класс учеников. Большая часть учителей работает по второй модели. Хотя, конечно же, некоторые из них и первую тоже применяют. Ну, например, там после уроков и так далее. Да, в общем-то, тьюторские элементы возможны и на обычном уроке даже, в котором сидят там 30 детей за партами. Поэтому тьюторство может быть и отдельной профессией, и может быть элементом, включающимся в массовое обучение. Но из этих двух моделей, из двух как бы вот типов обучения, я хотел бы уделить внимание именно второму, чтобы мы поняли, и как можно индивидуализировать обучение, когда у тебя не один ученик перед тобой, а когда их много. 30, 60, может быть 100. Ну вот я когда работал учителем физики, у меня было 350 детей. Вот 2 часа по физике в неделю обучаешь, там сколько-то классов, и вот 350 человек ты обучаешь. Если я с каждым посижу даже где-нибудь там после уроков, да у меня не хватит ни уроков, ни после уроков. Да? То есть нет возможности каждому дать личное время учителя. Значит, этот путь вообще не тьюторский не подходит. Для массовой школы он не годится. Значит, должен быть какой-то другой путь. Как индивидуализацию обеспечить в массе? Дойти до каждого не получится. А значит, надо отказаться, на мой взгляд, и на наш взгляд, от этой задачи. Не надо доходить до каждого. А как же, спросите вы, надо? А надо очень просто. Надо просто дать возможность каждому идти по-своему. И вы здесь можете быть ни при чем. То есть вам не надо сидеть с каждым учеником, чтобы он шел по своему пути. Вам только нужно организовать это движение. А это другая совсем задача. И поэтому некоторые учителя, ну, например, они говорят так: я хочу вот дифференцировать обучение. Для этого я что? Я сделаю такие 3 контрольные работы, у которых будет 4 варианта. Первый вариант самый трудный, там полегче, 4-й совсем легкий. И я раздам эти контрольные работы, эти задания вот 4 уровням подготовки учеников. Слабеньким дам полегче, сильным дам сильный. Да? Вот этот путь, он существует. И так некоторые учителя, многие даже учителя так работают. Но вам не дойти до каждого ученика. А откуда вы знаете, что этот ученик слабый? А если ему вдруг попадется сильная задача, и он ее решит там как-то по-своему, вы, получается, не угадаете. То есть ваши возможности здесь могут не хватить ваших педагогических возможностей, чтобы вы определили, какое именно задание нужно этому ученику и на что он действительно способен. И в чем на самом деле индивидуальное его проявление.
есть значительное количество детей, которые не реализуют свой потенциал только потому, что у них нет такой возможности. Я возьму пример, это наши эвристические олимпиады, дистанционные эвристические олимпиады, которые мы проводим много лет уже. Иногда так бывает, и так часто бывало, что ребенок, который на обычных уроках сидел серой мышкой, и вдруг на эвристической олимпиаде ему дали задание, где нужно было себя раскрыть, проявить и совершенно не шаблонно, он это делает. Он это делает на одном предмете, на математике, получает, к удивлению своих учителей и детей, хороший результат, может даже призером становится. У нас были такой ребенок, он побеждает в одной олимпиаде эвристической, в другой, по другому предмету, в третьему, а до этого он не сидел на задней парте. Понимаете? Ему не было возможности даже проявить себя. То есть получилось, что через определенного типа задания, а у нас они разрабатываются на определенной основе, эвристические открытые задания, и ребенку была дана возможность прорыва, совершения, так скажем, реализации себя. И пошла индивидуальная траектория работать очень мощно, семимильными шагами. Он начал там чуть не сборник своих стихов издавать, о нем там передачи стали снимать, местное видео, местное телевидение и так далее. То есть ребенок, который открылся благодаря только подходу педагогическому, совершенно по-другому изменилась его жизнь, и, может быть, судьба даже. Поэтому для нас очень важно найти средства индивидуализации, когда много детей, и совсем не обязательно надо доходить до каждого, нужно просто построить такую методику, которая бы позволила каждому идти своим путем.